Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и пиши в комментариях, что именно тебе понравилось и какие темы видео ты бы хотел видеть здесь. В начале 21 века Израиль объявил о запуске проекта канала Бен-Гурион, который обещал стать одним из самых амбициозных и обсуждаемых инфраструктурных проектов в истории страны. За его пределами этот проект вызвал большой интерес в мировых кругах, поскольку он представлял собой уникальную возможность изменить карту международной торговли. Длина канала в 257 километров, соединяющего Красное море со Средиземным морем, открыла бы новые горизонты для коммерческого судоходства, предлагая альтернативу Суэцкому каналу. Но в чем заключаются причины для столь масштабного начинания? И какие вызовы стоят на пути к реализации этой грандиозной задумки? Суэцкий канал с момента его открытия в 1895 году стал ключевой торговой артерией, обеспечивающей связующее звено между Европой и Азией. Однако он также сталкивается с непростыми обстоятельствами. Недавно произошедший инцидент с супертанкером Ever Given продемонстрировал уязвимость этого важнейшего морского пути. В марте 2021 года судно застряло, перекрыв доступ для 450 портов, замедлив тем самым транзит миллионов товаров. Каждый час простой оценивался в 9,6 миллиарда долларов, подчеркивая критическую важность быстрого и безопасного перемещения грузов. Эта ситуация, помимо экономических потерь, наглядно продемонстрировала, как непредвиденные обстоятельства могут негативно сказаться на глобальной экономике, заставляя Израиль задумываться о независимости своих торговых маршрутов. Исторически Египет часто использовал контроль над Суэцким каналом как инструмент политического влияния. Закрытие канала в 1956 году привели к серьезным экономическим последствиям для Израиля. Эти события порождали постоянное беспокойство относительно экономической безопасности страны и подчеркивали зависимость от иностранных торговых путей. Израиль нуждался в надежном альтернативном маршруте, способном защитить его интересы и обеспечить приток жизненно необходимого для экономики ресурсов. Механизмы взаимодействия с соседями также стали важными факторами, обуславливающими развитие проектов такого масштаба. Суэцкий канал приносит Египту колоссальные доходы от транзитных сборов, которые с каждым годом только увеличиваются. В 2022 году каналы принесли стране 8 миллиардов долларов, а в 2023 уже 9,4 миллиарда. Однако приток этой денежной массы связан с риском для Израиля, поскольку реализация нового канала может привести к снижению этих доходов, усугубляя и без того натянутые отношения между двумя государствами. Таким образом, проект не только высокорентабелен для Израиля, но и, возможно, приведет к экономическим изменениям, которые затронут весь регион. Согласно экспертизе, стоимость создания канала Бен-Гурион может превысить 100 миллиардов долларов. В процессе проектирования рассматривались даже радикальные методы, такие как использование ядерных взрывов для формирования глубоких порогов. Тем не менее, в конечном итоге проект был оптимизирован, учитывая передовые технологии и методы современного строительства. Ожидается, что новый канал будет высокорентабельным, и его ежегодный доход может достигнуть 10 миллиардов долларов, если все этапы будут выполнены в соответствии с планом. Предполагается, что канал Бен-Гурион будет иметь длину в 193,3 километра, глубину 50 метров и ширину около 200 метров. Эти параметры позволят самым крупным судам беспрепятственно проходить через канал. Кроме того, строители планируют использовать скалистые стены, которые потребуют минимального обслуживания. Сравнение с историей строительства Суэцкого канала показывает, насколько сильно изменились технологии. Ручной труд заменяется механическим, что значительно ускоряет процесс, сокращая время строительства с 10 лет до 50.
Этот прогресс в области технологий является важным фактором, способствующим реализации столь сложного и масштабного проекта. Создание канала Бен-Гурион окажет бурное влияние на мировой рынок. С одной стороны, он откроет новые перспективы для Израиля и других стран, обеспечивая более низкие тарифы на транспортировку за счет конкуренции с Суэцким каналом. Будет ли это новым драйвером для роста экономики отдельных государств и международной торговли? Вопрос, требующий аналитического подхода и тщательного мониторинга. Прогнозы экспертов показывают, что конкуренция между двумя каналами может привести к снижению стоимости транзита, что, в свою очередь, повлечет за собой увеличение объемов торговли на глобальном уровне. С увеличением спроса на водные ресурсы и с учетом изменения климата активизировались и другие проекты, такие как трубопровод для Мертвого моря. Этот проект, который обсуждается с XIX века, должен снабжать Иорданию, Израиль и Палестину как питьевой водой, так и электроэнергией. Однако реализация таких инициатив не обходится без сложностей. Экологические проблемы, связанные с использованием воды, и политические трудности могут существенно повлиять на успех этих проектов. А в контексте обсуждаемого проекта они также должны быть учтены, чтобы избежать негативных последствий. Одна из главных проблем, с которой столкнулся Суэцкий канал, это инциденты, которые показывают его хрупкость. К примеру, инциденты с судами Синхайтун-23 и Эфина, которые заблокировали канал, привели к значительным задержкам. Каждая ошибка в навигации или непредвиденные обстоятельства могут вызвать огромные экономические убытки и создать стрессовые ситуации на национальном уровне. Так лишь несколько часов простоя имеют двусмысленные последствия, и эти ситуации лишь подчеркивают необходимость наличия альтернативных путей. Недавние повышенные тарифы на проход через Суэцкий канал на 10% вынуждают грузоперевозчиков искать более выгодные альтернативы. Но это создание альтернативных путей вызывает у Египта определенную озабоченность. Если грузовые компании начнут предпочитать более широкий маршрут через новый канал, это может серьезно сказаться на экономике Египта. В то время как Израиль сможет развивать собственную экономику благодаря новым возможностям, египетские власти рискуют потерять значительные финансовые потоки. Не будем забывать о том, что на глобальной арене активно действуют и другие державы, влияющие на судьбу как Суэцкого канала, так и канала Бен-Гурион. Россия и Китай стремятся укрепить свои позиции в морской экономике, что, в свою очередь, может добавить новые слои сложности к уже существующим проблемам. Позиции этих стран могут сыграть ключевую роль в изменении торговых отношений и логистических путей, создавая новые торговые альянсы и конкуренцию. Ключевым вопросом остается то, каким будет влияние канала Бен-Гурион на восприятие Израиля в мире. Новый проект может внести ощутимые изменения в динамику международных отношений, формируя новые торговые пути и налаживая деловые связи с другими государствами. При успешной реализации этот канал станет не просто физическим объектом, а важной частью сетей глобальной экономики, обеспечивая новые возможности для стран и регионов, так или иначе связанных с водными путями. Проект канала Бен-Гурион стал символом не только технологического прогресса, но и изменений в политической и экономической аренах. Предстоящее строительство открывает новые перспективы не только для Израиля, но и для всей мировой торговли. Учитывая геополитическую напряженность и интересы различных государств, реализация этого проекта является не только реализацией строительной задумки, но и переходом к новой эре взаимоотношений между народами. Каковы будут последствия для Израиля, Египта и всего остального мира? Судьбу проекта канала Бен-Гурион стоит наблюдать, так как это является всего лишь началом долгого пути, который приведет к новым вызовам и возможностям в глобальном масштабе. В конечном итоге, настоящее и будущее мировой торговли могут зависеть от способности стран адаптироваться к меняющимся условиям и умению находить баланс между экономическими выгодами и политической стабильностью.